Англоязычные читатели форума Reddit вступились за российскую фигуристку Алину Загитову, потяжелевшие формы которой не отметил только ленивый после коммерческого шоу команды Тутберидзе в Казани. Обе ее программы было больно смотреть, артистизм по-прежнему на уровне, но она так сильно упала с Лутца в Эсмеральде и сорвала почти все прыжки. Я Загибот и очень хочу увидеть ее прежнюю форму. Но она все еще моя королева. Начал обсуждение один из пользователей. В комментариях зарубежные фанаты попросили оставить Загитову в покое. Люди, позорящие Алину в этой ветке, вызывают у меня отвращение. Она не участвует в соревнованиях уже больше года, и ее прыжки, очевидно, не будут такими же, как когда-то. Оставьте девушку в покое и не мешайте ей кататься. Она не обязана своим поклонникам или тренеру чистым катанием, а одержимость чужим телом – это жутко. Она никому ничего не должна. Она может выйти на лед и упасть со всех прыжков, но при этом оставаться красивой фигуристкой. Я хочу, чтобы люди просто прекратили стыдить Алину за ее формы и оставили в покое. Мне кажется несправедливо ожидать, что сейчас в 19 лет она будет кататься так же, как она это делала в 15, находясь в пиковой физической форме. Усердность на тренировках уступила место другим приоритетам. Людям нужно признать, что она, вероятно, уже никогда не покажет тот контент, к которому нас приучила. И это нормально. Найдите хоть одного фигуриста на пенсии, который держит такую планку. Она выглядит здоровой, как и подобает взрослой девушке, и я рад, что она получает больше удовольствия от жизни, а не живет одним лишь фигурным катанием. Она уже все доказала. Дайте ей тренироваться, как она хочет, кушать то, что она хочет, и просто жить своей жизнью. Комментарии в этой и другой ветке про Алину отвратительны. Да, она сорвала все прыжки в шоу, но никто из нас не имеет права говорить, что она толстая или катается как кит на льду. Это реальные примеры комментариев здесь. Она больше не соревнуется и занимается вещами, не связанными с катанием. А вы ждете от нее, что она будет выступать так же, как в олимпийский сезон. Именно такие комментарии вызывают у спортсменов расстройство пищевого поведения и другие проблемы с психическим здоровьем. Трусова против системы. Почему мечте Саши о 3 олимпиадах не суждено сбыться? Ранее Александра Трусова сообщила, что планирует выступать до 22 лет, на 3 олимпиадах. Если можно будет закончить, а потом вернуться, то почему бы и нет? Пока не думала, чем буду заниматься после завершения карьеры. Есть планы на какие-нибудь шоу. В нынешних реалиях российские фигуристки выступают на Олимпийских играх один раз в карьере. Да и то, если сильно повезет. Дальше либо поиск себя в другой жизни, как у Загитовой, либо отчаянная попытка обмануть время, как у Медведевой. Но Тутберидзе без устали готовит одно поколение техничных юниорок за другим, лишая бывших учениц даже теоретических шансов на полноценное спортивное долголетие. В этом контексте заявление Александры Трусовой о намерении кататься аж до 22 лет, да еще и пройти 3 олимпиады, выглядит настоящим вызовом системе. Вот только 16-летней фигуристке придется приложить колоссальные усилия, чтобы удовлетворить свои амбиции хотя бы наполовину. Ведь вполне вероятно, что в карьере Трусовой вообще не будет Олимпийских игр. Трусова упрямо ставит на четверные. На юниорском уровне Александра Трусова выносила всех в одну калитку, заработав репутацию фигуристки с другой планеты. При переходе во взрослую уникальность Саши никуда не исчезла. А вот с титулами, как отрезала. За 2 взрослых сезона на всех крупных турнирах Трусова неизменно была 3-й. Скандальный переход от Тутберидзе к Плющенко в этом смысле ничего не изменил. Саша по-прежнему заявляла сложнейший контент, с которым не справлялась. Исключением стал лишь чемпионат России в Челябинске, но там 2 безошибочных прокатов с 2 четверными Трусовой тоже хватило лишь для бронзы. Несмотря на отсутствие больших побед, Саша продолжает гнуть свою линию и делать ставку на 5 четверных. Такой подход идет вразрез с осторожным прагматизмом учениц Тутберидзе, которые стремятся, чтобы сложность не приводила к ненужному риску.
Собственно говоря, пренебрежение логикой ради мечты о бесконечном количестве четверных и было одной из причин смены тренера. После неудачи на московском этапе Гран-при казалось, что Плющенко склоняется к тактике Тутберидзе и намерен сдерживать страсть подопечной к четверным. Однако уже на чемпионате мира мы увидели прежнюю Сашу, штампующую квады на тренировках и неспособную избежать падений в прокатах. Создается впечатление, что четверные для нее не инструмент для достижения результатов, а сама цель. Каким бы странным ни казался такой взгляд, он совершенно точно делает Сашу уникальной. Трусова мечтает о 3 Олимпиадах. Парадокс, но при любви к самым травмоопасным и рискованным для организма прыжкам Трусова хочет остаться в спорте надолго. Планирую выступать до 22 лет, 3 Олимпиады. Если можно будет закончить, а потом вернуться, то почему бы и нет, сказала Саша. Слова Трусовой означают, что она планирует уйти из спорта только после Олимпиады 2026 в Италии. И если раньше такая цель удивления бы не вызвала, то сейчас планы Трусовой воспринимаются чуть ли не как вызов системе, в которой карьера фигуристок умещается в 2-3 взрослых сезона. Если у Саши получится, то это пойдет на пользу всему виду спорта, вот только верится в ее успех с трудом. С каждым годом соперничать с юниорками Тутберидзе ей будет все сложнее. Символом спортивного долголетия в фигурном катании считается Елизавета Туктамышева, но повторить ее путь Трусовой будет тяжело. Хватит ли у нее для этого мотивации, воли и любви к фигурному катанию – большой вопрос. Кроме того, Туктамышева через все сложности проходила вместе с Алексеем Мишиным, состязаться с которым в тренерской мудрости Плющенко пока не может. Есть еще и пример самого Плющенко, прошедшего 4 Олимпиады, но тут и близко нет ничего общего с ситуацией Трусовой. Если Евгений практически не испытывал конкуренции внутри страны и легко возвращался в сборную, пропуская целые сезоны, то для Трусовой даже кратковременный спад рискует обернуться падением с лидирующих позиций. Трусовой будет тяжело попасть в Пекин. Трусова, несмотря на нестабильность и не лучшую психологическую устойчивость, пока регулярно попадает на главные старты, но уже в следующем сезоне все может измениться. Помимо Щербаковой и Туктамышевой, которым Саша проиграла на чемпионате мира, бороться за Олимпиаду будут как минимум Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых и Алена Косторная. Объективно говоря, пока шансы на то, что Олимпиада в Пекине вообще пройдет без Трусовой, выглядят куда выше, чем ее заход на новый олимпийский цикл. А уж мечтам о 3 Олимпиадах, кажется, вообще не суждено сбыться.